Кузя, молчи только сейчас. Всем привет, это канал Loud Sound. Сегодня у нас обзор Volkswagen Multivan. В него мы установили не только музыку, но и монитор. И не просто монитор, а монитор со встроенной видеоприставкой, в которой есть игра про свиней. Сашу дико закусила эта игра, поэтому сегодняшний обзор проведу я. Volkswagen Multivan 2014 года. Видишь, Тигран, давай, наверное, все-таки я снимать буду. Там, понял, волки какие-то на парашюте спускаются. Я стреляю в них из стрел, они поднимаются по лестнице и всех свиней уже украли. Давай мне камеру, я поснимаю. Дай. Смотрите, что тут происходит. Во-первых, в джойстике сели батарейки. Одни неприятности. И приходится играть с пульта. Во-вторых, и волки постоянно крадут у меня свиней. Вот смотрите. Оп, ну этого я победил. Но потом вот что происходит. А, не победил. Он, сука, по лестнице лезет. Я не успеваю, короче. И видите, да, серьезные вещи. Так вот, когда волки долазят до верха, всех свиней крадут. Отсюда справедливый вопрос. Всего один. Экран он, наверное, тоже мучает, да? Почему, когда я стреляю стрелой в волка, он не умирает, а в парашют он лопается, а волк падает в воду и все равно крадет, сука, свиней? Итак, у нас обзор Volkswagen Multivan или Multivan? Multivan. Думаешь, ван? Это же немецкая машина, да? Ладно, ну все захотели, наверное, уже, чтобы Тигран провел этот обзор. Давайте сделаем ни вам, ни нам. Тигран проведет часть этого обзора. Он будет нам показывать сейчас, что с этой машиной. По традиции начнем из-под капота. Здесь у нас ничего интересного нету. Да, турбодизель, мы увидели аккумулятор. Но у нас есть аккумулятор под сиденьем, и мы от него запитались. В принципе, у нас один усилитель, там особого такого питания на него не надо. Вот, и мы взяли питание из-под сиденья. Тут красота, да? Короче, у нас сегодня будет обзор и аудиосистемы, и немножечко посмотрим на сам автомобиль. Автомобиль интересный, не скажу, что-то необычное, но интересный автомобиль. Аккумулятор установлен под водительским сиденьем, и вот отсюда уже видно провода. В передней двери мы установили Audison Watch. Также и в задние двери. А где задние двери? Крылья. Нету задней двери, у нас есть багажник. Тут у нас очень много места, конечно же. Ну, что бы его тут было мало. Автомобиль семейный для дальних поездок, очень вместительный. И что тут Тигран установили? Также в задних крыльях стоят тоже Audison Watch. И с этой стороны. Очень красиво закрыто вот тут тканью, то есть сеточки не видно издалека. То есть вообще не видно какой-либо аудиоподготовки. И здесь ты усилитель, да, установил? Да, стоит усилитель. Усилитель у нас стоит Mosconi Gladden One 60.4, 60.6, шестиканальник. И, собственно, это вся аудиосистема, да? Да, перед зад и шестиканальник. Сделана также шумовиброизоляция тех деталей, где у нас стоит динамики, то есть задние крылья, передние двери. И перетянули весь полностью салон. Так, сейчас давай мы это вам покажем. Салон посмотрим. Салон красиво перетянули. Салон у нас очень красиво выглядит. Это кожзам, да? Да, это кожзам. Который называется, сейчас нас будут троллить, он называется Dakota серия Napa. Красиво, да, сделано, Тигран, и очень удобно. Вот эти вот штуки, они очень мягкие, очень прочные и очень приятные на ощупь. Ну, от кожи практически не отличается, очень качественный кожзам. Дима нам давно про него рассказывает, предлагает мне все, руль перетянуть на бэхе. Ну, и выглядит он очень круто и на ощупь. Я бы даже, наверное, не сказал, что это кожзам, если бы мне не сказали. Был бы уверен, что это кожа. Очень классно, вот, не знаю, сблизи будет видно. Текстура приятная, очень мелкие поры и очень мягенькая она. Но вместе с тем, вот трогаешь, чувствуется, что прочная. Магнитола, расскажи, Тигран, как сделали? Магнитола у нас стоит штатная. Мы ее подключили по AUX. Угу. Это монитор мы подключили по AUX. А сигнал подали на усилитель через преобразователь Audison. Соответственно, у нас штатная ГУ, через преобразователь сигнал передается на усилитель, и усилитель уже отдает его на динамики. Сам автомобиль приятный, не знаю, как по удобству, то есть здесь вот подлокотники вот такие, причем есть они и слева, и справа. Можно здесь достать. Здесь, в принципе, я думаю, что удобно. Ну,
Это, конечно, не бизнес-класс, но достаточно много места и хорошая эргономика. Очень спорно, конечно, ручка спереди. Ну, особо ее трогать не надо. Один раз включил и поехал. Хотя, ну, вот, тянуться за ней надо вот так вот полностью вытянуть руку. И ручник. То есть за ручником тоже тянуться надо в самый низ. Вот. Это не очень удобно. Посадка классная, руль хорошо расположен. Регулируется, да? Да, наверное, также и вперед. И Ну, вверх-вниз. И вверх-вниз во всех направлениях регулируется. Установлено в автомобиле Webasto. Что тут еще интересного? Ну, тут ничего у нас интересного нет, кроме подсветок. Собственно, по водительской зоне все. И зоне переднего пассажира. Тут у нас, ну, можно только еще вот обозначить, что тут куча всяких отделений, бардачков, мордачков. Здесь, везде все есть. Вот здесь карман, здесь карман. Классно, хорошая машина для дальних поездок. Но самое интересное у нас начинается сзади. Сзади у нас есть игра про свиней. Перемещаемся назад. Слева мы этого сделать не можем. Слева у нас нет двери, только окно. А дверь у нас находится справа. Ну, я пройду так. Вот так вот даже, да, можно как в автобусе ходить. Я тоже тогда так пройду. Места тут много, кстати, вот назад перейти без проблем, особенно если подлокотник поднять. Тут прям можно как в автобусе ходить. Ну это и есть автобус, микроавтобус. Переходим назад. Сзади у нас те же комфортные сиденья. Сиденья регулируются и вперед-назад ездят. И вот эта часть поднимается вверх, организовывая очень крутой бардачок, можно наклонять. И давай, прежде чем перейдем к мультимедийной системе задней, покажем столик, покажи. Да, у нас также здесь есть столик. Только чтобы его открыть, надо сиденье еще назад отодвинуть. Ну, и так можно, в принципе, Да, и вот так так в можно. сложном виде. Столик. Тут огромное количество тоже всяких. Здесь подстаканники, здесь какой-то бардачок, здесь какой-то тоже бардачок, здесь Тоже подстаканники и бардачок, здесь карманы. Здесь тоже есть бардачок. Также у нас есть шторка. А, там тоже Да, еще. еще внизу. Так, шторку покажи, Тигран. У нас есть шторка. Вот так вот. Это, по-моему, самая, ну, простая комплектация, да? Да, это В дорогих там, наверное, и вода горячая, холодная, и все остальное. Сидеть, ну, я не скажу, что прям супер удобно. Не хватает каких-нибудь доводчики, да, стоят. Доводчик задней двери. Как бы подлокотник, вот, это просто верхняя часть обшивки. Видите, да? Вот, конечно, было бы здорово, если бы здесь какой-то придумали еще подлокотничек. Тогда было бы вообще как в S-классе. Но место спереди, ну, сказать, что много, не сказать ничего. Если я ногу вытяну, вот я чуть, ну, дотягиваюсь до сиденья, но можно еще назад, да, двигать? до конца можно назад. А, вообще? До задней стенки. До задней стенки двигается? Жесть. Ну, смысл в том, что вот места сейчас очень много, ноги можно вытягивать, сидеть и кайфовать от дороги. Но если стало скучно, у нас есть джойстик. К сожалению, в нем сели батарейки, но можно играть на пульте. И Тигран нам сейчас покажет. А там про свиней игра. У нас есть подсветка, как она включается. Видите, какая красивая. Очень хорошо вписался в интерьер. То есть, ну, кажется, что заводской. Никак не выбивается. Очень красивый. Хоть и много всего светится, но выглядит здорово. Монитор, я не знаю, сколько это дюймов. 13-дюймовый ЖК-монитор. И, собственно, на который можно выводить. Есть DVD. Диск вставляется справа USB, слева и еще какие-то, да, HDMI. Ну, короче, по всеядности тут полный порядок. Плюс встроенная игровая консоль. Можно играть с пульта, если на джойстике сели вдруг батарейки. Игры примитивные, но что-то не работает. Игры примитивные, но в принципе, если в дороге заскучал, неплохой бонус. Игр несколько там есть, я бы даже сказал много, да? Вот они игры. Ну, графика на уровне PlayStation 4, может даже чуть-чуть лучше. Ну, чуть-чуть совсем лучше, чем PlayStation 4. Вот, ну, как я уже сказал, в дороге пригодится. Ну, конечно, это не
Не PlayStation 1 даже, это что-то у нас вроде Sega. Графика примерно такая. Может даже ближе к Денди. А ну-ка, ого. Русалочки. Оп, 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 оп. Смотри, рыбу надо съесть. А ну-ка, давай съешь. Или не, наоборот, не надо ее есть. Синюю не надо, красную надо. Что-то нет. Ну, как-то она сексуально, да, прям так. В принципе, все. Мы можем еще, конечно, поиграть в игру, показать вам, как это. Тут, ну, есть еще куча всего, что вот тут автообзорщики бы лазили, рассказывали, удобно это, неудобно, огромное количество лампочек, управление климатом, здесь еще, ну, жесть. Тут, я так понимаю, еще ряд сидений устанавливается, да, назад? Вот, ну, крутая тачка, и ну, для семейного отдыха самое то. Она не самая дешевая, но это немецкий автомобиль. Дом на колесах уже практически в таком в достаточно компактном размере. И вот мы прокачали его немножечко музычкой, немножечко мультимедией. И надеюсь, владельцу будет гораздо веселее теперь в нем ездить в дальние поездки. А ты что-нибудь скажи еще? Живите громко, всем пока. Смотри, на Тигран Я перестегнулся. пристегнулся, я боюсь, а то мы сейчас, может, держимся еще. Давай бокс обзор. Давай. Выходи. Пойдем. Выходи. Так, ателье Loud Sound. Вот такая вот херовая у нас надпись. Тигран решил не париться и просто лайтбокс заклеил какой-то наклейкой. Тут полный беспредел, как говорится, потому что рабочие моменты, я теперь это могу тоже так говорить, потому что мы не успеваем убирать за всеми. А чё, давай, подожди, вот ты сейчас сказал, да? Да. Смотри, я тебе сейчас просто скажу, вот что делает Сережа. А что делает Кузя? Кузя, он даже не знает, что его сейчас снимают. Я понял, да, Тигран, вот какую-то херню ты сейчас сказал? Я, говорит, не успеваю, посмотрите на них. Вот тебе почему ты не успеваешь. Так, собственно, что, вот просили обзор нового ателье Loud Sound. Что именно обозревать? Давайте покажем верстак, да? Вытяжку почти сделал Тигран. Да, сделали вытяжку здесь. Ну, самодельная почти сделана. Да. Музыку установил в вытяжку уже, да? Да. Здесь у нас будет вытяжка, я сейчас свет включу, потому что, чтобы делать подиумы или красить какие-то детали, мы тут задохнемся в помещении закрытом. На улице мы красить этого не будем, потому что у нас это не частный дом, как у меня дома было, где можно красить где угодно. А тут надо сделать вытяжку, поэтому решили сделать вот такую. Ты недолго про вытяжку рассказываешь. Давай лучше Да, пойдем дальше. покажем Здесь у нас, туалет. туалет. И туда мы сейчас не пойдем, потому что там недавно кое-кто был, и поэтому мы туда больше не пойдем сегодня. А то и завтра. Здесь у нас потом Установочка, да, это потом. рабочий процесс. Так, саунд-буфер, смотрите. Так, здесь рабочее место Тиграна. Да, рабочее место здесь. Я это так решил, потому что здесь стоит компьютер. Компьютер, здесь стоит усилитель, здесь стоит магнитофон, здесь стоит F13. Ну, Это так стоит, остринашки, да? Она так, лежит просто. Здесь тоже беспорядок, мы будем наводить порядок, потому что мы сейчас работаем. Мы после каждого рабочего дня здесь наводим порядок абсолютно во всем помещении. Видите, как он переживает за порядок? Он Да. слово порядок уже раз 12 сказал и сказал, что времени нет убирать. Тигран, вот знаешь, что такое способность обучаться? Способность обучаться – это самая важная компетенция при приеме на любую работу. Вот сейчас я продемонстрирую вам, что способность обучаться в ателье Loud Sound отсутствует напрочь. Смотрите, оп, ничего не поменялось. Ну ничего не поменялось, особенно Кузя. Работают. Всем привет, гаджетики. Ты понял, просто мы сейчас сказал Тигран, что ничего не успевают. Мы отошли, я показал, там это все, возвращаемся. Ну, ничего не меняется. Здесь шумновато. Вот такую вывеску Тигран придумал. На воротах надпись «Мимо не проедете». Шумно только, да, Тигран? Да. На улице не поснимаешь. Это улица Нансена. И здесь реально всегда очень шумно. Ну, если будете ехать мимо, я думаю, не проедете. Обзор Альтезы Кузиной снимать мы не можем, он очень занят. Мы вам только что показали, чем. Вот такое вот ателье новое. Чуть просторнее, чем раньше было у Тиграна. Раньше Тигран не мог открыть обе двери на достаточное расстояние. Или одну можно открыть сильно, или другую сильно открыть.
но не до конца все равно. И то не пройдешь. Ну, теперь он попадает на деньги, ему нужны деньги, поэтому приезжайте сюда, когда будет место. Сейчас пока, видите, вот занято. Итак, это был обзор Volkswagen Multivan или Multivan. И заодно обзор ателье Loud Sound, не знаю только, что мы показали. Сережа уже более активен, но вот Кузя. Я говорю, Кузя, мы не будем обзор Альтезы, да, пока снимать, потому что ты очень занят. Отдыхай, Кузенька, отдыхай. Ну, а скоро у нас обзор Audi S4. Какого она? 98-го года? 99-го года, очень прущая. Из Москвы приехала к нам специально на установку. И Hyundai Solaris. Hyundai, правильно. Но корейцы переобулись и начали продвигать Hyundai, потому что Hyundai по-английски оканчивается на дай. Это умирать, умри. То есть они здесь узрели плохую, как это сказать, неправильное произношение и продвигают теперь, что бренд называется Hyundai. Просто чтобы знали историю. Часто спрашивают просто, как правильно, Hyundai или Hyundai. Вот было вначале правильно Hyundai. Все, это канал Loud Sound, если кто-то еще не подписан, подписывайтесь. Это Тигран и его въебывающие въебыватели. В него мы установили не только музыку, но и монитор, в котором... Вы, блядь, давайте потише там, а? Ну, какой-то, ну вы же слышите, что Тигран и так говорит. Что это? Наркоманское лицо. Ты когда стрепсил даже держишь, кажется, что это какие-то спиды. В него мы установили не только музыку, но и монитор, в котором... Вы заебали, а? Я вас тогда снимать буду, давайте. Давай по новой, Миша, все хуйня. С видеоприставкой. С игровой приставкой. Да. Ты понимаешь, что... Блядь, я заебусь потом это все резать. Скажи, в него мы установили не только музыку. Что сказать? Все, походу, блядь. Все пропало. Все, говори. Всем привет, это ателье Loud Sound. Сегодня, что мы сегодня будем показывать? Сегодня... Ты покидаешь проект, игра будет вести сегодняшний обзор. Давай, иди, делай машину. Короче, блядь, это надолго. Сейчас хозяин, да, приедет? В него мы установили музыку, монитор. У нас сегодня обзор Volkswagen. Итак, это обзор Volkswagen. Пульт. Оттуда загляни. Крышка вон снята. Ай, сука! Как ты тут?